Всем привет! Сегодня мы проснулись в 7 утра и поехали на рынок, чтобы успеть купить здоровенную ногу быка весом в 33 килограмма. Кстати, обошлась она в 3000 гривен, это 7000 рублей. На том же рынке из спелых гранатов нам надавили сок. Целых 3 литра. А также собрали набор специй для маринада. В супермаркете купили 4 пачки хлопьев без сахара, целых 100 литров масла и много муки. Это обошлось еще в 7000 рублей. А также купили листовой металл, зачем он нам нужен, узнаете позже. И только теперь начинаем готовить. У нас есть здоровенная нога, но ее нужно зачистить. Здесь много лишнего жира. А также срезаем пленки. Они будут только мешать проникновению маринада внутрь мяса. Когда кусок зачищен, смачиваем бумажное полотенце уксусом и проходимся по поверхности мяса. Оно лежало на открытом воздухе, поэтому это нужно сделать обязательно. А вот теперь по всей ноге делаем надрезы до самого мяса. Так мы еще упростим проникновение маринада внутрь. Готово. Займемся самим маринадом. Для него нужен натуральный гранатовый сок. У нас 3 литра. Но одну бутылочку пока отложим, она нам будет нужна позже. Остальные открываем и переливаем в кастрюлю 2,5 литра сока. Весь этот сок мы очень долго упаривали, пока он не стал похожим на вот такой сироп. Теперь специи. У нас их очень много. В миску высыпаем сушеный чеснок. Зиру пересыпаем в ступку. И вместе с солью все это толчем. Тоже в миску. Сушеные помидоры, тимьян, сумах, паприка, неизвестная для меня специя, которая называется джамбуле, кориандр молотый, кориандр в зернах, черный перец, сладкий перец и острый перец. Засыпаем все это большим количеством соли и перемешиваем. Весь этот замес из специй пересыпаем в гранатовый сироп и перемешиваем. Остается последняя специя, которая нужна в свежем виде, это розмарин. Нам нужны только листики. Измельчаем их и перекладываем туда же. Замешиваем, и маринад полностью готов. Он и сладкий, и соленый, и кислый, в общем максимально мощный. Обмазываем им всю ногу быка. Главное, чтобы как можно больше специй попало в те надрезы, что мы делали ранее. Переворачиваем на другую сторону и продолжаем. Но это еще не все. Берем стакан и наполняем его гранатовым соком. А во втором стакане разводим воду с большим количеством соли. Теперь берем пару шприцов. Набираем одну жидкость, вторую. И накалываем ими наше мясо. А это нужно, чтобы даже самые толстые куски внутри не оказались пресными. Мы зашприцевали весь раствор. Теперь берем большую емкость. Застилаем ее пищевой пленкой. И перекладываем ногу. Накрываем еще сверху. И оставляем мариноваться, внимание, на 24 часа. По прошествии этого времени пленку снимаем. И сразу видно, насколько сильно мясо размягчилось. Лишние специи соскребаем рукой. Теперь нам нужна вот такая армированная строительная фольга, потому что обычная точно не выдержит. Разворачиваем ее. Отрезаем нужный кусок. Ногу выкладываем сверху. И оборачиваем. Подгибаем сначала низ и подтягиваем края. Все это фиксируем строительным степлером. Не переживайте, потом, когда мы все это развернем, скобы останутся в фольге. Также обернем косточку, чтобы она не обгорела. Плотно защипываем края. Итак, нога упакована. Перекладываем ее в ванночку, чтобы если сок из мяса потечет, то останется в ней. Запекать все это будем в нашей огромной печи. Она прогревается с самого утра, на протяжении уже 7 часов. Открываем дверцы и заталкиваем кусок мяса.
Закрываем. И сначала мы решили все это оставить на 6 часов при температуре 200 градусов. Спустя 4 часа воткнули в мясо термометр. И стало ясно, что все это нужно поставить на возвышенность, чтобы оно быстрее приготовилось, так как вверху температура больше. И оставляем ногу еще на 10 часов. Когда температура внутри больше 55 градусов, мясо готово. После этого мы забыли про термометр и закрыли его в печке. Вот что с ним стало через 5 минут. Он полностью расплавился. Самое обидное, что это дорогущий термометр за 3000 рублей. И купили мы его в этот же день. Как говорится, пиши в комментариях, если у тебя была вещь, которую ты сломал в первый же день покупки. Мясо готово, можно его доставать. Разрезаем фольгу. Оно получилось очень нежным. Если вы думаете, что на этом рецепт закончился, то вы очень сильно ошибаетесь. Самое интересное еще впереди. В одном месте от мяса отделилась кость, поэтому подкладываем фольгу и ножовкой по металлу отрезаем кость. Теперь ногу нужно запанировать. Для этого берем 3 больших емкости. В одну высыпаем муку. 10 килограмм. Во вторую хлопья без сахара. 3 пачки. Ну а третью наполняем водой. Перекладываем бычью ногу сначала в муку и обсыпаем со всех сторон. Затем в воду. Обливаем ту часть, которая не погружена. Опять в муку. В воду. В муку. В воду. И наконец-то в хлопья. Заполняем все максимально, чтобы просветов мяса не было. Нога почти запанирована. Тем временем батя сварил огромную ванную для фритюра. Главное надежно проварить все швы, чтобы через них не вытекло масло. Вот что получается. Огромная ванная и вот такая решетка. Греть фритюр мы будем с помощью костров, поэтому раскладываем 2 мангала. И нужно нарубить дров. Готово. Скамкиваем бумагу и бросаем в мангал. Сверху выкладываем тонкие щепки. А затем все более крупные и крупные дрова. Все подготовлено. Ставим сверху нашу железную ванную. И хорошо ее отмываем изнутри. Теперь нужно 100 литров масла. Открываем каждую баклажку. И выливаем нашу емкость. Вот теперь можно брать спички и разжигать костры. А пока масло будет разогреваться, перекладываем запанированную ногу на сетку. И вот таким жидким тестом промазываем все просветы. И саму кость, чтобы она просто не сгорела во фритюре. Ну и обсыпаем хлопьями. Спустя 4 часа масло наконец-то разогрелось. Можно переносить ногу и опускать во фритюр. Она не полностью опускается в масло, поэтому сверху поливаем лопатками. Сильно долго во фритюре держать не нужно. По сути, нам нужно только прожарить тесто, которое находится под хлопьями. А для этого хватит и 7 минут. Перекладываем ногу на бумажные полотенца. Вот теперь бычья нога в панировке полностью готова. Давайте наконец-то разрезать и смотреть, что внутри. Естественно, за 14 часов в духовке оно полностью пропеклось, но в то же время осталось сочным внутри. Выкладываем кусочек на тарелку. Поливаем гранатовым соусом. Отрезаем кусочек, и можно пробовать. Мясо абсолютно не пресное. Чувствуются все те специи, которые мы добавляли. И вот эта хрустящая панировка прям в тему. И конечно же мясо само распадается во рту. А если вы хотите продолжение рубрики с большой едой, то просто ставьте лайки. 350 тысяч лайков, и мы сделаем еще что-то огромное. Напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть.
А также подписывайтесь на канал и инстаграм. Всем пока!